Друзья, рад вас приветствовать на канале Сансара. Заранее хочу вас поблагодарить за вашу активность, за вашу подписку. Это продолжение истории про бездомного Сашу, которого я случайно встретил у Макдональдса. Потерял права, жена ушла от меня. Я остался просто на улице. Мы с ним договорились, что дадим ему шанс, но все будет зависеть лично от него. И многие зрители не верили в то, что у него что-либо получится. А чем тебе помочь можно? Права восстановить. Все, ты начнешь работать. Да, я устроюсь в такси и опять начну работать. Но ты действительно готов? Да. Мы сняли ему хостел для того, чтобы он восстановился и заодно понаблюдать за ним, не сорвется ли он. Но когда через неделю мы приехали к нему, мы были очень приятно удивлены. Перед нами стоял совершенно новый человек, и администрация отзывалась о нем крайне положительно. Я с церкви пришел, я сразу в душ, сразу все в стирку. Постельное белье расстелил. Саш, насколько ты сейчас можешь оценить свою стойкость по отношению к алкоголю? Я могу сказать, что повторять ошибки такой больше неохота. Потому что уже столько пережил. Я прекрасно понимаю, что если я начну пить, я опять вернусь к той жизни. Я не хочу ту жизнь. Спустя 2 недели Саша сообщил нам что готов выйти на работу, но для этого ему необходимо восстановить права, а процедура восстановления стоит 2000 рублей. Надо делать что-то. Я уже тут и снег убираю, уже мусор выношу. От безделия это самое. Тут с ума схожу. Что нужно для работы? Штраф заплатить. А сколько у тебя штраф? 2000. 2000 штраф. Да. Я дал ему немного больше денег, и Саша пропал. Но всего лишь на пару дней, и вот что из этого получилось. Друзья, вот он, Саша, едет за рулем. Многие не верили, что у него получится. Смотрите, он самый настоящий красавчик. И едет он не пассажиром, а за рулем. Это прям Саня. Саня, привет! Вообще! Привет, Саня! Теперь я таксист. Те, кто не поверил, я вам докажу, что я вылез из этой пропасти. Благодаря вот этим людям. Они мне помогли вылезти. Я 4 года в этой яме был. Сейчас у меня есть шанс. Шанс вылезти отсюда и начать новую жизнь. Ну, рассказывай, как у тебя прошла процедура восстановления прав? Как работа вообще? Все хорошо, все замечательно. Восстановил, пошлину оплатил, все сделал, устроился на работу. Сейчас будем работать, повышать свой коэффициент. Первый день я ездил, наслаждался. Я просто влюблен в автомобиль. Мне нравится водить, мне нравится общаться с людьми, с разными. Бывает, конечно, попадаются всякие разные люди. Но в основном люди хорошие бывают. Очень много интересного узнаешь. Бабушка одну вез через центр, так она мне такую экскурсию устроила. Просто-напросто бесплатно. Мы еще так долго ехали, там час толкались по центру. Она мне там все дома расписала, там все это. Это доходный дом, это такой-то дом. Тут кто-то жил, здесь кто-то жил. Прям вообще это самое. Мне нравится в такси работать. А это что за штука такая? Это держатель магнитный. Это я как раз со своей первой зарплаты, так сказать, купил. Саня, расскажи мне, эта одежда, которая на тебе, она, собственно, у тебя и одна, и больше ничего нет. Ботинки, уже дырка насквозь. Полопались. За ними не следили, хотя обувь хорошая, ральфовская. Очень хорошая, я всегда ее покупал. Говорю, просто не следили. Эту куртку я там на помойке где-то поднял. Хорошо, это самое. Потеплело. Вообще она вся прожженная. У меня еще ручка протекла в кармане. То есть у меня документы чуть паспорт не испортил. Хорошо, вовремя спохватился. А так это самое. Все, что на мне, все то есть. И ношу, да? Да. В общем, Саня, сейчас мы тебя приоденем немного. Так что пойдем. У нас, смотри, Еще что-то есть. Хотелось бы, чтобы карманов было побольше, потому что у меня в одном кармане здесь очки, права, паспорт, расческа, ручка. А смотри. Не сильно марка будет? Да, мне кажется, нет. Вообще стиляга. Купил очки в прошлый раз.
Еще даже на футляр хватило. Очки вообще шикарные. Просто-напросто. Он коричневенький, сверху подтемненные. Он мне как выложил 40 пар. У меня глаза вот так вот разбежались. Я не знаю, что выбирать. Я там штук 10 или 20 перемерил. Вот. Еще 500 рублей очки, 300 рублей чехол с платочком в подарок. Вообще шикарно. Спасибо вам большое. Саша, расскажи, как вообще происходила процедура восстановления прав? Ну, я приехал в ГАИ, взял электронную очередь, мне выписали на 9.10, 9.20. Я у гаишника спрашиваю, говорю, а пошлину где оплатить? Он, иди, говорит, в торговый центр. Говорю, торговый центр с 10. Я говорю, у меня очередь на 9.10. Начал искать через интернет-банк. Прихожу в банк, они с 9 работают. Ну ладно, по-быстренькому оплатил, бегом назад. Весь потел, весь мокрый. Прибежал назад, кое-как уговорил. Потому что уже очередь моя прошла, я там буквально на 15 минут опоздал. Но все равно там уговорил, мне все сделали, все написали. Ну, буквально сколько я, полчаса там посидел в зале ожидания. Зашел, мне тут же сфотографировали, заламинировали права и выдали, и все. Я поехал работу искать. Через интернет искал работу, и через пару дней уже вышел на смену. Я люблю машину, я 17 лет за рулем, из них где-то лет 7 в такси здесь по Москве. А сложно было устроиться на работу? Вообще нет. Я приехал, буквально там, пока меня зарегистрировали, пока то все 5-10, там, где-то час, может, заняло вся эта процедура. Я больше до них добирался. Первый день, конечно, комом обошелся, там 1500 всего у меня получилось заработка. И то они эти 1500, я там, пока ездил там обед, какая-то шаверма подвернулась, я там на 150 рублей покушал самса чай. Вечером в Макдональдс зашел, Биг Мак да кофе, еще 200 рублей. Саша даже не знает, куда еще он идет, а мы-то знаем. Саша, вот сейчас сюда. Дорого очень. Дорого, говорю, очень. Но у нас здесь работает мастер, это мой, кстати, друг, он постоянно нам помогает. Якуб — это один из лучших мастеров, один из лучших барберов Москвы, я не побоюсь этого слова. И сегодня он тебя подстригет и сделает просто красавчик. Спасибо. Первый раз в таком заведении. Я вот хотел с первой зарплаты подстричься, но получилось так, что там я обедал, там пообедал на 150 рублей, на 200 рублей поужинал, потратил, потом сигареты. Дома что-то там докупал, там покушать, держатель для телефона. Приветствую, это вот Якуб. Здравствуйте. Саня давно был в парикмахерской вообще? Парикмахерской не помню, я сам себя стриг последний раз машинкой. Друзья, если помните то, что с Сашей мы познакомились у Макдональдса, собственно, он просил еды. В тот самый момент, когда он ко мне подошел, я знал то, что сегодня будет у Саши поворотный день. Если вы помните то, что мы сняли Саше хостел, и у хостела каждую неделю был своего рода экзамен. Действительно, Саша жил на улице более 4 лет, и, как вы видели, он пил каждый день. И некоторые наши зрители не верили в то, что Саша сможет выбраться. Действительно, для Саши каждый новый день, каждая новая неделя — это было новое испытание, новый экзамен. Вначале мы купили ему простой телефон, и затем, спустя 2 недели, после того, как он вел трезвый образ жизни, мы купили ему смартфон, благодаря которому он смог устроиться на работу. И поскольку Саша работает несколько дней, я решил его привести к Якубу. Якуб постоянно нам помогает, это действительно мастер с большой буквы. И, в общем, сейчас вы сами увидите, как Саша преобразится. Вообще, я просто, слушай, ты помолодел лет на 15. Ты младше меня выглядишь уже, молодежь. Как тебе, кстати, прическа? Супер, вообще супер, никогда такой не было. Но я тебе хочу сказать то, что Якуб действительно один из лучших барберов в городе Москва. Он, кстати, постоянно нам помогает. Он с нами ездил в детский дом, подстриг детей, подарил им модные прически. Также он делал преображение бездомного Вадима, который потерял маму, преображение бездомного Ашота, преображение бездомного переводчика Олега, превратив его
Дед Мороза перед Новым годом. Нам нужно из Олега сделать вот такого человека. Это возможно? Постараюсь. Якуб, огромное спасибо. Да, вы действительно мастер своего дела. Я просто вообще в шоке. Дмитрий, Да, как спасибо. всегда, вы добрый. Спасибо. Супер, супер. Просто-напросто. Сам себя не узнаю. Просто красавчик. Вот влюбился бы и все. Кстати, девчонки, Саша у нас холостой. Обратите на него внимание. Холостой полностью. Смотрите, какой красавчик вообще. Просто прям джентльмен. Сань, ты вот на самом деле настоящий пример того, то, что когда человек вот захочет, он действительно может выбраться из любой ситуации, даже с самого дна, и найти работу. Да, все в наших руках. Было бы желание, можно мир перевернуть. Я бы, если не пил бы, я бы давно уже стал бы миллионером. Просто-напросто вот эта пьянка, она на самом деле, я очень много из-за нее потерял. Вы даже не представляете, сколько я всего в жизни потерял. Саша, какая самая большая потеря? Самая большая — это жена. Ну, слава богу, у нее сейчас все хорошо. Она вот в январе вышла замуж. Хотя она со мной не общается. Ну, интернет злая штука. Найти можно все, что угодно. Причем я даже чисто случайно нарвался. Сейчас у нее другая фамилия. Просто зашел к сыну, там начал просматривать, кто у него в друзьях, и увидел свою жену, только под другой фамилией. Ну, я рад за нее. Может быть, на старости лет у нее что-то хорошее в жизни будет. А давно с ней познакомились? В мае будет 29 лет. 25 лет мы с ней прожили. Ребенку 22 года. Взрослый пацан. Университет закончил. Сейчас вот пошел на бакалавр. Одновременно работает в Яндексе. Ну, он как оператор отвечает на жалобы, вопросы водителей Яндекса. Ну, то есть я жалобу, если там вопрос какой-то пишу, этот вопрос может попасть к нему, хотя он живет в Новосибирске. Обслуживает также Москву. Саша давно сына не видел? Года 3, наверное, уже. Года 3. Плохие. Ну, вот эти вот возьмем. Ну, давай померяем тогда. Ну и цена нормальная. Вот такие у меня были. Ну вот, давай, если есть Я такое, давай возьмем. профукал вот такие. Ну давай вернем то, что профукано. Ой. Ну, как в тапочках. Удобно? Да. Ну что, Саня, с обновками тебя поздравляю. Спасибо вам, ребята. Держи, носи на здоровье. Да. А вечером того же дня мы с Галиной Анатольевной заехали в стоматологию. Сегодня планируется контрольный осмотр и хирургическая подготовка для будущей съемной конструкции. Хорошо? Закрывайте. Закрывайте, как обычно. Ага. В общем, на первом хирургическом этапе были проведены массовые удаления зубов на верхней и нижней челюсти. Но для того, чтобы фиксировался съемный протез, собственно, вот этот гребень, который возвышается, альвеолярный отросток, его нужно просто спилить и сделать на одном уровне. Вот это будет, собственно, и проведено. Будут швы. Через 2 недели мы снимаем швы и сразу приступаем к ортопедическому этапу. Снятие слепков для съемного протеза. Друзья, ну в общем ничего на месте не стоит. Процесс восстановления голливудской улыбки у Галины Анатольевны идет. И для Галины Анатольевны также есть еще одна хорошая новость. Она пока еще об этом не знает. Ренат нашел вариант ее будущего дома, и в ближайшее время мы поедем его смотреть. Друзья, ну посмотрите, насколько Саша круто выглядит. Его реально просто не узнать. Спасибо, друзья. Спасибо всем, кто в меня верил. Спасибо и тем, кто в меня не верил. Спасибо всем. Спасибо вот Дмитрию. Он вот как с ребенком со мной нянчится. Я ему говорю дорого, а он все равно нежно это самое
стыдно как-то маленько, неудобно перед вами, перед всеми. Столько на меня потрачено сил. Я стараюсь изо всех сил оправдать все, что вы в меня вложили. Все это мне все-таки надо, в первую очередь. Поэтому вот просто-напросто хотел подстричься. Вот стрижка просто-напросто от топ-гума. Это просто шикарно. У меня такой стрижки никогда в жизни не было. Вот такого профессионала стригся. Спасибо вам всем за все, что вы делаете. Вот помогает вот таким вот заблудшим душам. Дай Бог вам здоровья. Ну, Саш, ты действительно молодец. И на самом деле, вот когда я тебя увидел, я увидел в твоих глазах вот свет, да, то, что ты хочешь выбраться, потому что тебе все это надоело. И ты действительно молодец. Я даже не представляю, как тебе было сложно. И ты сейчас в новом образе, у тебя есть работа, ты красавчик. Вперед, в общем, так держать. Ну и, друзья, по традиции попрошу вас проявлять максимальную активность. Делайте репосты в социальных сетях, ставьте лайки, пишите в комментарии. Также не забывайте подписаться на наш канал. Если у вас есть какие-то слова поддержки, благодарности для Саши, напишите. Также не забывайте выбрать параметр колокольчика, все уведомления. С вами был ваш любимый канал Сансара, Сан Саныч. До новых встреч. Да, спасибо. Спасибо. Молодец. Спасибо.